Всем привет! В этом ролике я вам прям наглядно покажу, нарисую и расскажу о том, как вам перейти из одной реальности в другую реальность. Мы немножко с вами затронем также тему квантового скачка и перехода на вибрации, что это вам дает, какие могут быть откаты и так далее. И все это будет сопровождаться картинками, так что должно быть понятно, вы на канале Алена Зацепила. Давайте представим для наглядности, что вы живете в квадратном мире. Ну и, соответственно, условно вы здесь и будете квадратиком. У вас, как у квадратика, у человека, который привык к тому, что есть углы, есть ваши квадратные мысли, квадратные чувства и квадратные ощущения. И все, что вы из себя в мир отправляете, оно тоже имеет определенную характеристику. И эта характеристика, что у вас есть углы. И давайте представим, что это мир, в котором вы на примере денег зарабатываете 100 тысяч в месяц. Теперь смотрим дальше. Вы хотите перейти в другой мир. В другом мире, где вы зарабатываете, например, 1 миллион в месяц, вы не имеете углов. Почему это так? Потому что здесь у вас есть какие-то другие мысли, другие чувства и другие ощущения. И, соответственно, в данном случае, исходя из этих других мыслей, чувств и ощущений, есть другой вы. Будем считать, что у меня получился круг. Вы должны понимать, что это абсолютно разные характеристики. И вот эти разные характеристики, они сопровождаются абсолютно разными внутренними ощущениями и подпиткой. То есть если мы говорим о вот этом человеке, вот здесь у нас чувства, да, какие чувства испытывает человек, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, а, например, у вас семья. Ну, условно возьмем, что вы семья из вы и ваш ребенок. То есть, соответственно, у вас есть какое чувство? У вас есть чувство нехватки. У вас есть в какие-то моменты, когда вы, например, на работе недополучаете и чувствуете, что вы хотели бы больше, у вас есть какое-то чувство даже неполноценности. У вас есть чувство бесконечного переживания по поводу будущего. То есть вот эти ваши чувства возвращаются к вам, и они вас вот этим наполняют и закрепляют в вас именно эти реакции. Дальше, если говорим о мыслях, у вас есть ваши мысли, переживания, например, что в следующем месяце включат отопление и нужно будет за квартиру платить больше, нужно заплатить за кружки ребенка, нужно купить одежду. Опять, это ваши новые ощущения, неприятные, скажем так прямо, которые возвращаются сюда и здесь начинают вас опять-таки подкреплять именно вот этими ощущениями. Через мысли укреплять у вас чувства, и здесь у вас живут ощущения. Ощущения – это то, что вы чувствуете в своем теле. Когда вы испытываете тревогу, а здесь у нас однозначно есть тревога, то как реагирует ваше тело? Тело на тревогу, оно всегда сжимается. И вот эта реакция перешла сюда. Тело на тревогу напрягается и так далее. То есть у вас есть дискомфорт. У вас может голова, например, заболеть от того, что вы очень много думали о негативной составляющей, у вас выделился кортизол, и все. И кортизол, он очень сильно в больших количествах разрушительно влияет на вашу не только нервную систему, на весь организм в целом. Вообще с кортизолом такая история, что когда он у вас выделяется на короткий период, именно для того, чтобы вы убегали от какой-то опасности, то он заставляет ваш организм игнорировать те потребности, которые не являются для вас самыми важными, витальными потребностями. То есть вы не будете в этот момент думать о реализации, если там на вас кто-то нападает. Да? Вы думать будете о том, как убежать. И, соответственно, он заставляет там приливать кровь к мышцам, он сужает вам очень сильно восприятие, чтобы вы не тратили много энергии на мозг. И если вы находитесь постоянно вот в этом самом кортизоловом колесе, то естественно, что ваш организм под действием кортизола начинает
утрачиваете свое нормальное состояние, у вас падает иммунитет, кортизол отрицательно влияет на мышечную массу и так далее. И люди, которые, например, голодают или сидят на диетах, они же постоянно создают себе стресс, и если в кратком каком-то варианте стресс положительный, то когда это длится какое-то время, это для организма однозначно разрушительно, и человек худеет уже не только за счет того, что у него там подкожный жир как-то расщепляется, но еще и за счет того, что начинает уничтожаться мышечная масса, так что имейте в виду. Итак, у вас есть ваши реакции, которые вы отправляли привычным образом, они к вам возвращаются, и они начинают вот эти ваши углы всеми силами подкреплять, и вы остаетесь вот этим квадратным человеком. Но вот у вас в голове возникла мысль, что вы хотите перейти из этого состояния вот в это состояние и получить другое. Что вам нужно? Вам нужно начать транслировать вот это. И мы идем от обратного. То есть здесь все начиналось с вас, с вашего ощущения, которое было когда-то сформировано вашей средой, родителями, там, социумом, маленьким городком, про который мне часто пишут в комментариях или там в челлендже, типа в моем городке невозможно зарабатывать больше. Сразу скажу, это все убеждение вашей головы. И вы, исходя из этого, сформировали вот эти свои первые квадратики, которые потом просто укрепили и бесконечно в них варитесь. Теперь наша с вами задача создать нечто новое. С квадратиками мы уже знаем, как это все устроено. Теперь нам нужно новое. Нам нужны новые чувства, новые мысли и новые ощущения. У нас есть то, к чему мы стремимся. Это 1 миллион рублей в месяц. Да, я сразу взяла большую цель, скажу позже про то, как все вот эти квантовые скачки, а это именно такой, знаете, квантовый скачок, как он может отразиться на вас, чтобы вы были, что называется, предупрежден, значит вооружен. Итак, вы переходите вот из этого состояния вот в это состояние. Что вам нужно сделать? Вам нужны совсем другие чувства, которые будут соответствовать вот этому вам. Вот этот вы наполнены другими мыслями, другими чувствами, другими ощущениями. У вас есть 1 миллион в месяц. Вы можете позволить себе гораздо больше. У вас нету статьи «Выживаем», у вас нету статьи из разряда «Повысили отопление, мне нужно будет за квартиру платить в 2 раза больше». То есть здесь у вас в ваших чувствах есть не только тревога, а она будет присутствовать, и я об этом обязательно скажу в конце. У вас есть здесь какая-то радость и какие-то другие ощущения, когда к вам пришел этот 1 миллион. Да, это, скорее всего, будет первично там какой-то восторг, это будет радость, это будет ощущение расширения, ну, в плане того, что у вас появились какие-то возможности. То есть вы будете испытывать вполне конкретные чувства, которых здесь у вас не было. И с чего мы с вами начинаем? Мы составляем для себя список вот этих чувств, которые у вас могут быть, когда у вас есть этот 1 миллион рублей. Дальше у нас есть некие мысли, и понятно, что вот эти мысли, они соответствуют какому-то другому состоянию. То есть вы здесь не думаете про то, как вам, не знаю, ребенка в школу собрать, а вы думаете про то, что вы с ребенком на выходных, на каникулах поедете отдыхать куда-нибудь в другую страну. Вы думаете о том, что вы можете позволить себе сходить в какой-нибудь классный, дорогой ресторан. Это, кстати, сейчас будет просто для того, чтобы немножко разбавить этот такой сильно наукоизированный ролик и вам посмеяться. Поэтому, если не хотите посмеяться, то перематывайте. Если хотите посмеяться, то послушайте. Это прикольно про мысли, чувства, ощущения, которые у вас возникают, когда вы переходите на другую ветку реальности. Я не так давно сходила в ресторан, в который давным-давно хотела. Я туда не ходила не потому, что там денег не хватало, и не складывалось как-то, и все время, в общем, что-то было, но мне очень хотелось хорошей русской кухни. Я большой любитель щей из квашеной капусты, а в Казани нигде его нету, вот этих щей вкусных. А у меня никак не получается их сварить вот так. И я думаю, ладно, там тоже нет этих щей, но думаю, ладно, я схожу, посмотрю вообще, вот ресторан русской кухни, должно же быть там что-нибудь вкусненькое, русское. В общем, ресторан называется Некрасов. Прихожу я, значит, в этот ресторан, а я примерно вот так была одета. Понятно, что тут нигде ценник не висит, сколько все это стоит. И сейчас, в принципе, наверное, по внешнему виду человека тяжело определить, сколько он зарабатывает, но тем не менее. И, в общем, я такая прихожу в этот ресторан, захожу, на меня так хостес смотрит вот так. И она спрашивает, вы заказывали столик? Я говорю, нет, не заказывала. Вы с кем-то будете? Нет, одна.
Он так на меня смотрит, потом, ну ладно, там, проходите. Я захожу, а там огромный зал, высота потолков 6 метров. Все очень там дорого, видно, что, знаете, такой там дорогой стол из массива, дорогие стулья, ну все такое. И, в общем, вот, и я смотрю такая в меню, и там самый дешевый суп, 1000 рублей, я думаю, ну, уха за 1000 рублей, это должна быть, наверное, очень крутая уха. Они, наверное, туда стерлядку положили. Там второе тоже там примерно за 1000 рублей, там пюрешечка с котлеткой. Думаю, ну, возьму, могу себе позволить. И, в общем, приносит мне этот суп, и это было очень забавно. Знаете, есть ожидание, да, вот чувство, мысли и ощущения, что я могу себе такое позволить, и уж сейчас я тут наслаждение славлю просто. Ем я эту уху и думаю, хороший прозрачный бульон. Как было в прекрасном фильме «Мастер и Маргарита», проделана большая работа. Приносит мне второе, я ем и понимаю, что в столовой через 15 минут от моего дома пюрешечка вкуснее. Ну, котлетка такая, ничего себе. И в конце концов мне приносят там растягай, я ем этот растягай и понимаю, что 250 рублей за вот такой пирожочек. Я должна испытать весь максимум эмоций, которые можно испытать от этого пирожка. Но эмоции у меня такие, ребят, что-то вы с солью переборщили. И, в общем, получилось довольно забавно. Я, как могла, изо всех сил старалась прочувствовать культуру каждодневного посещения дорогих ресторанов. Но, может быть, это в Казани только так. Но, в общем, я получила ожидание-реальность. Это вот из забавного. Но что нужно понимать, что вы себя иначе чувствуете, когда вы можете себе позволить такое вот прийти в ресторан и заказать там суп или там есть эклеры с красной икрой за 1500 рублей, по-моему. Ну, соответственно, у вас тут другие мысли. Я могу это себе позволить. Ну, реально, я пришла в этот ресторан, и меня не очень сильно волновал тот момент, там, как на меня хостес посмотрит, что там они вообще подумают. Я просто хотела поесть, и мне хотелось русской кухни. Вот я туда зашла. Вот у меня есть такое излучение моих мыслей. И, наконец-то, у меня есть ощущение. Скорее всего, когда у меня там есть 1 000 000 в месяц, я себя чувствую более как-то раскованно, расслабленно, потому что я могу себе позволить те хотелочки, которые не могла позволить раньше. Сразу скажу, в этом моменте, вы когда перейдете на 1 000 000 в месяц, вы поймете, что происходит мутация сознания, и вы приходите потом все равно примерно к такому же ощущению. Ну, в том плане, что у вас все равно есть что-то гораздо большее, что вы не можете себе позволить или можете позволить, но со скрипом, и оно будет возвращать вас вот в эти ощущения. Но, тем не менее, изначально они какие-то другие. Вы здесь шире, вас здесь больше, и вот они у вас вот такие. Ну и, соответственно, когда вы начинаете в своем теле, в своей голове, в своих мыслях, в своих чувствах воспроизводить вот это, то получается, что из той реальности, в которой у нас с вами вот это вот была одна ветка реальности, и вот это совсем другая ветка реальности, вот за счет того, что вы начали воспроизводить вот эти мысли, чувства, ощущения, они все вместе привели вас вот сюда, в эту ветку реальности. Но тут происходит следующий момент. Вы начали вот это воспроизводить, но у вас еще есть вот эта реальность, то есть вы до конца сразу на эту ветку не переходите, потому что для мгновенного скачка вам нужна суперосознанность, и я бы сказала то, о чем я рассказывала в ролике про медитации Джо Диспенза, то есть вам нужно чистое сознание. Чистое сознание, когда вы легко отказываетесь от одного шаблона и переходите в новый шаблон. И тот шаблон, от которого вы отказались, это вот, что реальность у меня вот такая, и она просто полностью из вашей головы уходит, и у вас появляется какая-то новая. И это достаточно тяжело. Поэтому вы постепенно будете переходить вот на вот эту ветку реальности. Как это выглядит? Итак, вот у вас есть привычные «вы», и у вас есть «вы», к которому вы стремитесь. Мир, в который вы стремитесь. Как я уже говорила, здесь есть характерные вам мысли, чувства, ощущения, и вы начинаете их перестраивать, то есть вы направляетесь вот сюда. И понятно, что в какой-то момент у вас начинают сглаживаться постепенно ваши углы. Но вы должны понимать, что у вас есть вот эта промежуточная форма, когда вы такой
ну, еще не совсем кружочек, да, то есть вы такой неровненький, и у вас присутствуют еще вот эти вот прошлые, скажем так, вибрации. Вот они там где-то как-то вас наполняют. И естественно, что они будут выстреливать. И это то, что вам будет показывать мир. То есть, например, тут вы живете как человек с ощущениями 1 миллиона, а тут вы человек 100 тысяч рублей. Да? И естественно, что вы видите реальность, которая пока что вот это, то есть она вам и показывает. Вы приходите в магазин, например, и вы хотите купить там пакет молока, и вы смотрите, и у вас возникают ощущения, именно которые были у вас, когда вы зарабатывали 100 тысяч. Вы еще продолжаете их зарабатывать, 100 тысяч. И, естественно, реальность вам говорит, ты вот здесь, ты не здесь. И здесь важно, когда вы почувствовали в себе вот это, напомнить, воспроизвести опять в себе вот это ощущение из той реальности, в которую вы хотите. И вот эти вот прошлые варианты из прошлой реальности, из вашего прошлого ощущения, они регулярно будут вас настигать. То есть какие-то люди вам будут напоминать через какие-то события, да, что вы вот здесь. Ваши прошлые чувства будут вам напоминать, что вы вот здесь еще. И здесь важно в тот момент, когда к вам это прилетает, не зацикливать на этом свое внимание, потому что тогда получится, что вы начнете вот эти зоны, которые у вас еще остались, подпитывать, укреплять, и все это закончится тем, что вы опять вернетесь в свой квадратный мир, из которого вы так хотите сбежать. И поэтому в тот момент, когда у вас включается мысль, у меня ничего не получается, моя реальность никак не меняется, вы в этот момент делаете такую важную вещь. Вы думаете, а что если? И дальше вы думаете, а что если вот у меня сейчас уже вот это есть? И вы переключаете свое внимание с той реальности, которая вам не нравится, на ту реальность, которую вы хотите. А что я чувствовала бы, если бы, например, у меня сейчас на счету был 1 миллион рублей? А какие мысли у меня были бы сейчас, если бы у меня был 1 миллион рублей? И таким образом, в тот момент, когда вот эта привычная реальность попыталась у вас тут в вашей голове нарисовать квадратики, вы эту реальность не выбираете, вы от нее сознательно отказываетесь, и вы переносите свое внимание на то, что вы хотите и куда вы стремитесь. И таким образом и совершаются квантовые скачки. Теперь мы с вами немножечко поговорим про то, чем опасны квантовые скачки и к чему они могут вас в итоге привести. Это доказано, показано практикой, и лучше, чтобы вы были к этому готовы, знали об этом, ну и как минимум понимали, куда вам со всем этим идти и что со всем этим делать. Тут, до того, как мы перейдем к квантовому скачку, есть еще один важный момент, о котором вы должны быть проинформированы. Мы с вами как считаем, что все очень линейно, мы привыкли с вами к линейной логике. Если это, то вот это. Переход на абсолютно другую линию реальности осуществляется нелогичным путем. То есть вы из своего квадратного мира перебираетесь в мир кружочков. И переход вот этот вот, он не такой, как вам кажется, прямой. У него есть какие-то точки, через которые вы сюда и придете в результате. И эти точки не такие, как вы можете себе вообразить. То есть, например, я думаю, что для того, чтобы у меня был 1 миллион в месяц, мне нужно, не знаю, в 5 раз больше работать, найти другую работу, еще встретить мужчину, который будет меня обеспечивать, и еще что-нибудь, и еще что-нибудь. Это мое представление о том, как все это устроено. Как это устроено в реальности. Я сижу и прям вживаюсь в образ человека, у которого есть этот 1 миллион. И, выйдя из этого состояния, я вдруг понимаю, что мне очень хочется пойти в магазин, где продаются, например, мулине. Не знаю почему, но вот, все. Вы хотите купить новые нитки, катушка такая. И это ваш первый шаг, который приведет вас вот сюда. Вам нужно услышать это желание. Важно, это желание
очень странное, но никак не связано напрямую с тем, что вы хотите вот отсюда переместиться сюда. То есть это нелогичная связь. Итак, вы пришли, и вот вы там покупаете себе нитки. Потом вы понимаете, что вы прямо сейчас, в этот момент, например, хотите пойти и, не знаю, выпить чашечку кофе в кафешке. И это ваш следующий пункт. То есть первый, второй пункт и так далее. Может быть, у вас дальше вы пьете кофе, следующая мысль не возникает. То есть вы сделали первые 2 шага, на этом все. У вас, что называется, пропуск хода, вы ждете, когда у вас возникнет следующее желание. Например, на следующий день вы опять сели представлять себе вот эту реальность, и у вас возникает вот в этой, там, вы сидите такой положительный весь в медитации, и у вас возникает какая-то новая мысль, и эта новая мысль говорит вам, что вы хотите пойти погулять в каком-то очень далеком парке и пособирать там листики. Все, вот вы идете сюда, это ваш третий пункт. И так далее. И получится, что вот у вас есть сколько-то точек, они абсолютно никак логически между собой не связаны. Здесь, например, вам захотелось купить новое постельное белье, а здесь вам захотелось сходить и встретиться со своей подружкой. И вот эта цепочка в какой-то момент берет и приводит вас нелогичным, нелинейным путем туда, где воплощается ваш 1 миллион рублей в месяц. Теперь давайте как раз разберемся с квантовым скачком. Вот у вас есть ваше сознание. В вашем сознании есть такой коридор возможностей и допущений. Это у меня уже было, это у меня уже было, а это вот сама ось, внутри которой все это происходит. Здесь есть какие-то крайние точки, которые редко с вами случались, но, как правило, вот их там единицы, а вот тут у вас находится все основное большинство всего, что с вами происходило. Я бы сказала, что это похоже на кривую нормального распределения признака, которая применима в науке, в биологии ко всем организмам, ко всем большим выборкам. И там есть в кривой нормального распределения то, что находится вот здесь, в центральной части, и какие-то отдельные критические моменты. Это как самый-самый маленький огурчик в выборке и самый-самый большой огурчик в выборке. Большинство будут примерно средними. Вот, и у вас есть вот эти вот ваши крайние точки. Так вот, ваше сознание вот здесь, оно рассчитано на 100 тысяч рублей. А ваш миллион, он находится вот здесь. Он очень далеко от того, к чему вы привыкли. У вас здесь есть сформированные паттерны, сформированные мысли, сформированные чувства. И на все это уходит вот столько энергии. Мысленной, физиологической, любой, всей энергии. На это уходит столько-то там ваших внутренних программ, которые все это запускают. И вот это вот находится очень далеко. И на это вам, во-первых, нужен совсем иной энергетический потенциал, то есть вам нужно пробить вот этот потолок очень сильно. Потом вам нужно здесь сформировать какие-то новые паттерны, новые программы поведения и так далее, чтобы вы в этом миллионе остались. То есть вам нужно вот эту рамку расширить, она должна стать вот такой. И на это нужно много сил. Силы нужны вашему сознанию, вашему мозгу. Обычно я в челлендже объясняю на простом примере. Вот у вас есть робот-пылесос, и вы живете в однокомнатной квартире. Вы точно знаете, что за 20 минут робот-пылесос полностью всю вашу квартиру вычистит, там, влажную уборку проведет. Когда вы переехали в новую квартиру, в которой был, например, не 30 квадратных метров, а 45, то, соответственно, роботу-пылесосу понадобится уже минут на 10 больше. И, соответственно, энергия у него будет потрачена гораздо больше. Вам на то, чтобы убраться в этой квартире, нужно больше энергии. Вам нужно перенастроить все свое тело на то, что у вас появились новые выключатели в новых местах. На все это нужно создать новые нейронные сетки. И очень часто так бывает, что когда человек приезжает там, из маленькой квартиры в большую, в новую квартиру, он в какой-то момент испытывает страх, панику, печаль и вообще сильный откат. Ему страшно становится просто потому, что у него не хватает физических и эмоциональных сил на то, чтобы очень быстро перестроиться вот в этих своих реакциях. Так что получается, что вам нужно большой кусок энергии для того, чтобы вот это все удержать и не скатиться. И вот в этом проблема квантовых скачков.
Люди, которые очень быстро перемещаются отсюда сюда, сливаются обратно сюда. Это бывает в подавляющем большинстве случаев. Сливаются каким образом? Либо они включают самосаботаж, и этот вариант дохода, который для них мог бы стать ежемесячным, он в конце концов схлопывается. Либо они, не знаю, разваливают свою команду, вот просто неадекватно ведут себя, причем сами понимают, что реакции неадекватные, ведут себя неадекватно, но сливают. Либо просто эти деньги тратятся на всякую фигню, мозг это видит, мозг по этому поводу переживает очень сильно, и он старается вернуться в комфортное состояние, и поэтому опять-таки делает все для того, чтобы вы вернулись на свои 100 тысяч рублей. Либо есть еще следующий вариант отката, начинается дикий саботаж именно в плане здоровья. То есть вы себя плохо чувствуете, у вас начинаются всякие болячки, вы находите миллион причин для того, чтобы не работать, не подкреплять вот эти новые связи, новое состояние, и все, вы сваливаетесь и возвращаетесь туда, откуда вы начинали. Поэтому я, честно говоря, не сторонница квантовых скачков. Я, как человек, который понимает, как работает мозг, считаю, что нужно идти поступенчато. То есть вы не сразу приходите вот сюда, где у вас 1 миллион, а вы идете постепенно, где у вас есть промежуточные точки. И эти точки не x сколько-то сразу, а вы идете так, чтобы ваш мозг по чуть-чуть адаптировался. Потом, когда вы пробьете свой самый главный 1, 2, 3 потолка, их несколько, тогда вам уже будут просто даваться вот эти иксовые значения по той простой причине, что там все равно степень возможностей гораздо больше. Человек, который уже зарабатывает миллион в месяц, он проще может адаптироваться к 10 миллионам в месяц. И теперь остается такой важный вопрос. А что делать? Как не саботировать свои результаты? Как увидеть, услышать вот эти точки? Как понять, что это действительно вот то самое, которое приведет меня в новый вариант реальности? И вообще, как доверять этой реальности? Как правильно выстраивать все вот эти переходы? Первый вариант, самый простой, это вы можете перейти по ссылке в описании в челлендж, потому что в челлендже мы как раз с этим работаем. Про уровень нормы допущения — это как раз информация, которую я там даю в развернутом виде с полным обоснованием, как это все работает, почему это так работает. И, что немаловажно, мы там учимся именно слышать вот эти внутренние сигналы, которые могут быть для вас какими-то такими странными, нелогичными, непонятными. И вы их обычно, вообще говоря, просто отбрасываете, отфильтровываете, потому что, ну, ерунда какая-то. А здесь вы точно знаете, например, вот меня спрашивают, как понять, что Вселенная тебе дала знак, нужно как-то его высматривать. Да нет, вы просто чувствуете в какой-то момент, что это был именно знак. Тут нету какого-то прямой линейной взаимосвязи. То есть если вы, как было у меня в ролике как раз рассказано, планируете переехать в Германию, намек на то, что вы переедете в Германию, не заключается в том, что вы встретите немца или увидите немецкий флаг. Нет. Вы вообще можете увидеть, не знаю, там красную машину с зеленым ободком на дисках и понять, что это знак. То есть это не линейная система. Вот в челлендже мы работаем с тем, чтобы в том числе вы начали понимать вот эти нелинейные знаки и через них перемещаться туда, куда вам надо, настраиваться на нужные линии и, главное, быть готовым морально, внутренне, психически, психологически, физически к переходу на вот эти квантовые состояния, квантовые скачки. Второй вариант, что вы с этим можете сделать? Сразу скажу, это более долгий путь, потому что челлендж занимает 3 недели, а этот путь, он будет такой, несколько месяцев. Что вы делаете? Вы начинаете постепенно повышать свой уровень нормы в отдельных вещах, то есть вы отказываетесь от чего-то дешевого в пользу чего-то более дорогого и напоминаете себе, что это из вашей жизни, из будущего. Кроме того, вы занимаетесь визуализацией с проживанием ощущения. Здесь опять вот в этой методике это однозначно важно. И вы прописываете себе четко какие-то атрибуты, которые есть в этой жизни, чтобы мозг ваш был зацеплен за это. Эта система точно потребует у вас нескольких месяцев. И важно, что в тот момент, когда вас накроет отходняк от квантового скачка, он 100% будет. Вот вы можете мне не верить, сомневаться, вы к этому придете, и это в любом случае
случится. Вы почувствуете, что у вас начинает колбасить, вы беспокоитесь. Вот в этот момент вам нужно понимать, что это, во-первых, закономерные события, во-вторых, что с ним можно сделать. В идеале с этим всем пойти к хорошему психологу и поработать с ним конкретно именно над этой задачей, именно над тем, чтобы расширить свою внутреннюю норму, понять, что было так, стало так, и закрепить это. Это можно сделать разными методиками, но в плане того, как устроена психология, это может быть и когнитивно-поведенческая терапия, это может быть и транс, это может быть эмоционально-образная терапия. В общем, в любом случае вы просто выбираете для себя метод. И еще один из этапов того, как все это переварить, это хорошая, сильная, позитивная физическая нагрузка. То есть вы берете вот этот весь страх, который у вас накопился, желание как-то все это засаботировать, гнев, который у вас может подниматься, злость немотивированная, которая тоже может подниматься. Вы идете куда-то в тренажерный зал, например, или на беговую дорожку, или в парк, и начинаете из себя это, то, что я называю, выбегать. То есть вы бежите с тем, чтобы переработать эти эмоции и переформатировать их в что-то положительное, в то, что супер, дальше у меня развивается в положительном ключе. Таким образом, вот у вас есть несколько вариаций того, как вы можете как прийти к этому квантовому скачку, так и как его пережить. В завершении скажу вот что. Ну, во-первых, подписывайтесь на меня в разных социальных сетях, потому что в перерывах между челленджами я там делаю всякие материалы интересные, и там не бывает просто там какой-то воды, там в любом случае что-то, что несет для вас пользу. Я вообще не сторонница того, чтобы использовать соцсеть просто, чтобы сидеть, смотреть какие-нибудь там рилсики или что-нибудь такое. Я, например, вообще не воспринимаю это. Я использую соцсети именно как способ еще как-то повысить свою информированность в чем-то, прокачанность и так далее. Ну, соответственно, вот подписывайтесь на социальные сети. И обязательно оставляйте комментарии, вопросы ваши, ответы, потому что на основании того, что вы пишете, я понимаю, какой контент вам интересен. Людям, которые оставляют какие-то очень негативные комментарии и переходят к оскорблению, здесь делать нечего, они сразу отправляются в бан. Часть из них сразу блокирует YouTube, поэтому если вы такой человек, то просто закройте это видео и идите дальше. И если вы хотите со всем этим системно проработать, вот у вас есть либо челлендж-связь, либо когнитивно-поведенческая терапия, то есть вы работаете через психологию, плюс физическая нагрузка. И хочу еще раз подчеркнуть этот момент. У всех всегда бывают откаты при квантовых скачках. Это неизбежно, потому что ваш мозг, наш с вами мозг, он раб привычки. Вы не можете выключить привычку мгновенно. Так же, как это миф, что вы можете сформировать привычку за 21 день, за 40 дней, за 2 недели, за 3 месяца. У каждого человека индивидуально. И это очень сильно зависит от того, насколько эмоционально подкреплена та связь, которую вы создаете. Потому что исследования говорят, что чем ярче эмоции в момент, когда вы создаете новые нейронные цепочки, тем сильнее эта связь. Соответственно, чем, кстати, крут челлендж, там очень много положительных эмоций, которые закрепляют за 3 недели вот эти новые программы так мощно, как вы не всегда можете закрепить за 1 год. Поэтому имейте в виду, что откат в любом случае будет, он в каком-то виде проявится. И дальше уже вопрос вашей осознанности. Вы сможете его поймать, вы сможете его затормозить. Или вы перескочите на эту круглую реальность, а потом все-таки у вас опять из головы вырастут углы, и вы снова окажетесь в квадратном мире. Выбирайте вам.